Всем добрый день! Сегодня хочу познакомить вас с самыми нежными розами, которые имеют окраску нежно-розовую, жемчужно-розовую и перламутрово-розовую. Это очень достойные, очень красивые розы, которые украсят любой сад. Это и чайно-гибридные, и розы плетистые, английские розы, флорибунда, шрабы и так далее. Это розы очень устойчивые к дождю, к пониканию. Это розы, устойчивые к различным заболеваниям на розах, к вредителям. Они долго держат свой цветок. И это розы очень нежные, очень привлекательные. Их можно посадить как в одиночных, так и в групповых посадках. Растут некоторые розы у меня в моем саду. Итак, роза Боника. Достойнейшая роза, очень красивая, очень нежная. Есть она у меня в саду. Куст наращивает очень быстро, быстро наращивает побеги. Высота ее более 1 метра, более 1,40 м в зависимости от погодных условий. Огромное количество бутонов, соответственно, огромное количество нежнейших розовых цветов. Она растет у меня на полном солнце, слегка выгорает. Роза очень морозостойкая. Garden of Rose, еще одна роза в моем саду, напоминает цветок английской розы. Очень красивая, очень нежная, это флорибунда. Очень устойчива к различным заболеваниям. Посмотрите, какая красивая у нее глянцевая листва. Образует очень крупные с ладонь цветки, очень нежные. Практически не имеет аромата, но роза очень достойная и очень красивая. Роза фламинго тоже растет у меня в саду. В этом году в весенний период времени она была посажена, поэтому дала только одиночные цветочки. Но роза буквально светится, она нежно-фарфоро-розового цвета. Розочка достигает высоты в моем саду до 70 сантиметров. Выдала она несколько цветочков на одной кисти от 1 до 3-4 цветков может быть. Роза, относящаяся к остинкам, это Чарльз Остин, английская роза, очень красивая, нежная, тоже растет у меня в саду, растет причем на полном солнце, цветы у нее практически не выгорают, имеет прекрасный аромат, очень красивую глянцевую листву, очень морозоустойчивая роза, и высота ее приблизительно до метра. Помпон Блан Парфе. Роза очень нежная, однократно цветущая, до 1,5 метров и до метра в диаметре. Очень мощная, ветвистая. Листья у нее очень обильная листва, матовая, 5-8 сантиметров цветок. Образует по 3-5 штук в одной кисти. Сорт теневынослив и очень устойчивый к дождю. Роза Ангела. Еще одна розочка, флорибунда, используется как шраб. Очень сильная, мощная роза, куст 1-1,5 метра, цветок 5-6 сантиметров. На стебле может быть от 5 до 10 цветков. Цветет нежно-розовым цветом, нежный, имеет аромат, очень выносливая и обильно цветущая роза. Тоже роза достойная и очень красивая. Роза Барбара Остин, английская роза, кустовая, повторно цветущая, метр 40 побеги у нее. Растут в виде веера, затем слегка поникают. Цветок густо-махровый, 8-10 сантиметров. По 3 штуки в кисти. Сильный аромат имеет с нотками сирени и розового масла. Очень морозоустойчивая роза, устойчива к дождю и пятнистости. Вильям Кристи. Это шраб, повторно цветущий, 1,5 метра. Сильно ветвится, побеги у него прямостоячие, цветок густо-махровый,
7-8 сантиметров. По одной, по 3 штуки в кисти. Цветет почти непрерывно, имеет аромат грейпфрута и маракуйи. Сорт очень морозоустойчивый, но устойчивость к дождю у нее слабая и к заболеваниям высокая. Джардина, роза Клаймбер, повторно цветущая, куст высотой более 2,5 метров, можно выращивать в виде штамба. Цветок у нее густо-махровый, 8-10 сантиметров, по 3-5 штук. Имеет нежный фруктовый аромат. Роза очень красивая, такая ярко цветущая розочка. Оливия Роуз Остин. Это тоже английская роза. Имеет цветы старинных роз. Очень красивая, очень нежная. Морозоустойчивость у нее очень хорошая. Не повреждается ни пятнистостями, ни мучнистой росой. И устойчива к различным вредителям. Образует достаточно мощный куст. Цветение у нее очень длительное. Вот, пожалуй, все те розы, о которых я хотела вам сказать. Тем, кому видео было полезно, подписывайтесь на мой канал.